Кажется, на горизонте замаячила новая эпоха, и не все рады тому, что она сулит. Деглобализация– термин, который все чаще мелькает в заголовках новостей, указывает на то, что мы можем оказаться на пороге серьезных перемен. Все больше стран начинают закрываться внутри своих границ, предпочитая защищать свои интересы и ресурсы, а не участвовать в глобальной игре. Но что же на самом деле скрывается за этой вывеской и почему это может стать началом конца привычной нам реальности? Начнем с неожиданного. Несколько крупных мировых экономик уже начали практиковать политику, похожую на деглобализацию, возвращая производство внутри своих стран. Представьте себе, огромные заводы вновь оживают в сердце промышленно развитых стран, как будто мы возвращаемся на десятилетия назад. Это движение возглавляют Соединенные Штаты, которые стремятся избавиться от зависимости от поставок издалека. Сторонники этой стратегии утверждают, что это даст толчок национальной экономике и создаст новые рабочие места. Вы можете подумать, что это временное решение, но на самом деле это стало началом новой стратегии самодостаточности. Народы стремятся не просто изолироваться, а защитить себя от внешних потрясений. И если раньше глобальные цепочки поставок были гарантией устойчивости, то теперь они сами превращаются в источник нестабильности. В бизнесе все чаще звучит фраза «локализация», которая означает производство товаров как можно ближе к месту их потребления. Но не только страны являются игроками в этой новой игре, корпорации тоже начинают адаптироваться. Например, некоторые известные технологические гиганты объявили о планах построить заводы и производственные мощности в родных странах, чтобы минимизировать риски поставок. Это движение может коренным образом изменить экономику и бизнес-модель многих компаний, ведь производство на местном уровне требует пересмотра всей логистики и стратегии. Хотя причины деглобализации разнообразны, одни из самых важнейших– это экономические и политические конфликты, которые продолжают нарастать по всему миру. Торговые войны и протекционистская политика приводят к новому этапу в международных отношениях. Даже страны, которые раньше называли себя союзниками, теперь смотрят друг на друга с подозрением и недоверием. Но к чему все это может привести? Некоторые эксперты предрекают возврат к эпохе более локализованных экономик, где каждая страна будет в большей степени обеспечивать себя сама. Это значит, что привычные нам продукты издалека могут стать редкостью или значительно подорожать. Возьмем, к примеру, кофе или экзотические фрукты, которые многие из нас считают обыденными, они могут стать роскошью. Тема деглобализации вызывает немало споров и противоречий. Одни видят в этом возвращение к стабильности, другие – угрозу для всего мира. Но независимо от того, на чьей стороне правда, изменения уже начали происходить. И каждый из нас, даже не осознавая этого, может стать их свидетелем или участником. Куда это нас приведет? Сложно сказать, но одно можно утверждать точно. Начало конца привычного мира уже здесь, и нам придется приспособиться к новым реалиям. А что, если это только верхушка айсберга? Вряд ли кто-то мог предсказать, что глобализация, которую многие считали вершиной экономического развития, начнет рушиться с такой скоростью. И впереди нас ожидает еще больше удивительных открытий и событий, которые могут изменить все, что мы знаем. Рассмотрим свежую историю разрушения глобальной торговли. Бразилия, некогда крупнейший экспортер сои, вдруг столкнулась с неожиданным вызовом. Китай, ее главный покупатель, решает сократить импорт сои из Бразилии, развивая собственное производство. Это решение стало шоком для бразильских фермеров, привыкших к стабильному и прибыльному рынку. В итоге цены на сою обрушились, а фермеры начали искать новые рынки сбыта. Теперь представьте себе глобальную цепочку поставок, которая соединяет сотни стран и тысяч компаний, как сложный механизм часов. Когда один винтик выходит из строя, вся система может остановиться. И именно это происходит, когда торговля начинает распадаться. В Америке внезапно начинают исчезать привычные товары из магазинов, потому что цепочка поставок с Азией нарушена. Мелкие неурядицы могут перерасти в серьезные кризисы, когда товары, которые раньше считались обыденностью, становятся недоступными. Между тем, Европа сталкивается с аналогичными проблемами. Великобритания после своего выхода из Европейского Союза начала испытывать сложности с торговыми потоками на континент. Это стало причиной дефицита товаров в магазинах и увеличения цен для конечных потребителей. Меняются не только логистика и маршруты, но и сами правила игры. Корпорации вынуждены в срочном порядке пересматривать схемы поставок, чтобы сохранить бизнес на плаву. Не стоит забывать и об Африке. Этот континент всегда считался источником недорогих ресурсов и рабочей силы. Но теперь, когда логистика стала сложнее и дороже, западные компании начинают пересматривать свои вложения. Заводы закрываются, оставляя тысячи людей без работы. Взамен инвесторы начинают искать возможности ближе к дому, где риски более предсказуемы. Параллельно с этой картиной мы видим другой тренд – рост интереса к региональным объединениям. Альтернативой глобальной торговле становятся локальные экономические альянсы. В Азии, например, страны АСЕАН начинают усиливать сотрудничество, развивая внутренние рынки и производство. Это открывает возможности для новых торговых связей и партнерств внутри региона.
Но почему торговля, которая веками была основой международных отношений, начинает распадаться? Дело не только в политических конфликтах и экономических санкциях. Технология тоже играет роль. Внедрение автоматизации и роботизации позволяет компаниям меньше полагаться на дешевую рабочую силу из других стран. Теперь производство может быть возвращено домой без угрозы потери прибыли. Для многих компаний процесс адаптации к новым условиям стал настоящим испытанием. Те, кто раньше полагался на сложные и длинные логистические цепочки, вынуждены сокращать расстояние и искать новые подходы. Это вызывает массовую ревизию стратегий и переоценку рисков. И хотя некоторые компании видят в этом шанс для обновления и роста, для других это может быть началом конца. Чем закончится этот процесс? Возможно, мы увидим мир, в котором каждая страна или регион будет стремиться к большей независимости и самодостаточности. Это может привести к значительным переменам на мировом рынке, как в плане доступности товаров, так и их стоимости. В то время как одни страны начнут процветать в новых условиях, другие могут столкнуться с кризисами, в том числе и гуманитарными. Но едва ли кто-то мог предсказать, что глобальная торговля, которая казалась незыблемой, вдруг окажется под угрозой. И теперь, когда этот процесс уже запущен, трудно сказать, где и когда он остановится. Это лишь начало трансформации, которая может изменить наше представление о мире, и последуют ли за этим события еще более драматические. Эпидемии всегда были частью человеческой истории, но в нашем глобализированном мире их влияние стало гораздо более ощутимым. Вирусы теперь могут перемещаться вместе с пассажирами самолетов за считанные часы, способные парализовать экономику и разрушить международные связи быстрее, чем когда-либо. Начало 21 века ознаменовалось пугающими иллюстрациями этой новой реальности. От вируса атипичной пневмонии до свиного гриппа и, конечно, всем известной пандемии. Когда вирус распространяется, страны стремятся защитить свои границы и граждан, вводя строгие меры по контролю и карантину. Вспомните недавние события. Международные аэропорты, когда-то полные людей, лишаются пассажиров, самолеты простаивают на взлетных полосах, посольства приостанавливают выдачу виз, и даже крупнейшие туристические направления становятся недоступными. Это вызывает цепную реакцию, которая влияет на все, от туризма до глобальных цепочек поставок. Вирусы не только закрывают границы, но и разрушают доверие между странами. Возьмем, к примеру, экономический гигант– Соединенные Штаты. Попытки контролировать распространение вируса власти начинают ограничивать торговлю, что приводит к серьезным последствиям. На границах США вырастают очереди из грузовиков, задержки на таможне становятся нормой. Это же происходит и в других странах, когда эпидемия вынуждает их принимать аналогичные меры. Международная торговля, еще недавно казавшаяся незыблемой, резко слабеет, ведь ключевые маршруты закрываются, порты и аэропорты работают на грани возможностей. Контейнерные перевозки замедляются, и товары не достигают своих покупателей вовремя. А с учетом закрытия границ, бизнес теряет возможность гибко реагировать на изменения спроса и предложения. Еще одна иллюстрация. Всплеск спроса на медицинские товары, такое как маски и защитные костюмы. Все страны стремятся обеспечить своих граждан, и начинается борьба за ресурсы. Это приводит к тому, что многие страны начинают производить необходимые товары самостоятельно, чтобы не зависеть от международных поставок. Такой шаг только усиливает деглобализационные тенденции. Однако это не единственная перемена. Вирусы уже изменили наш подход к работе. Массовый переход на удаленную работу стал вызовом для бизнеса и общества. Это открывает новые вопросы о зависимости от международных поставок технологий и программного обеспечения. Компании задумываются о том, чтобы иметь резервные мощности и хранилища данных ближе к дому. Вирусы также показывают, насколько важна координация на международном уровне. Например, Вторая мировая организация здравоохранения играет ключевую роль в предупреждении и контроле эпидемий, но общие усилия зачастую сталкиваются с национальными интересами. В результате страны все чаще полагаются на собственные силы и принимают самостоятельные решения, что еще больше подрывает международные связи. Сложно оценить, как далеко зайдут эти изменения, но ясно одно – пандемии стали дополнительным катализатором деглобализации. Они показали слабости в существующих международных связях и заставили страны пересмотреть свои приоритеты. Мир все еще продолжает искать эффективные решения, которые помогут справиться с этими вызовами. Но пути назад в прошлое, когда глобализация казалась единственно возможным направлением развития, уже не будет. И хотя многие возвращаются к привычному укладу жизни, реальность такова, что мир после пандемии уже никогда не будет прежним. Технологии, которые когда-то казались безупречными помощниками и надежными защитниками глобальных цепочек поставок, вдруг оказались бесполезными против вызовов, возникающих на фоне деглобализации. В прошлом мы видели, как автоматизированные процессы и высокоскоростная логистика помогали компаниям преодолевать любые барьеры. Но теперь, когда политические и экономические конфликты накладываются на эти процессы, технологии становятся больше препятствием, чем решением. Все чаще мы сталкиваемся с тем, что даже самые передовые технологические компании не могут справиться с внезапными остановками в цепочках поставок.
Гиганты, такие как Apple, Microsoft и другие, сталкиваются с тем, что их продукты задерживаются из-за недоступности необходимых компонентов. Например, производители полупроводников, там еще в Азии, столкнувшись с новыми торговыми барьерами и ограничениями, оказываются не в состоянии удовлетворить мировой спрос. В крупных портах по всему миру происходит настоящая анархия. Сотни контейнеров остаются на причалах, ожидая своей очереди на отправку. Из-за новых таможенных правил и ограничений, вызванных политическими конфликтами, корабли простаивают неделями, в то время как их грузы не могут достичь своих получателей. Это приводит к задержкам, недовольству клиентов и многомиллионным потерям для бизнеса. Кроме того, недавние изменения в международных тарифах и пошлинах делают импорт и экспорт товаров менее выгодным. Многие компании теперь предпочитают искать местных поставщиков или вовсе перенастроить свои производственные мощности на внутреннем рынке. Это вызывает значительные изменения в бизнес-стратегиях и требует от компаний быстрого и иногда болезненного перехода. Эффект домино наблюдается и в сфере транспорта. Авиаперевозки, которые всегда считались быстрым и удобным способом доставки товаров, сталкиваются с ростом цен и ограничениями на перелеты. В то же время железнодорожные и автомобильные перевозки становятся более предпочтительными, но не всегда доступными ввиду перегруженности инфраструктуры и нехватки персонала. Нельзя не упомянуть и о важной составляющей современных технологий, искусственном интеллекте и автоматизации. Эти инновации, которые должны были уменьшить зависимость от человеческого труда и ускорить производство, теперь сталкиваются с новыми проблемами. Компании, пытаясь адаптироваться к локализации и изменившимся логистическим условиям, вынуждены пересматривать свои стратегии автоматизации. Многим не хватает специалистов для адаптации и интеграции новых технологий в условиях локальных рынков. Однако не все компании теряют. Некоторые из них видят в этой ситуации возможности для внедрения инноваций и новых подходов. Мы наблюдаем рост интереса к ресурсосберегающим технологиям, вертикальным фермам и другим инновационным разработкам, которые могут позволить странам и регионам самостоятельно обеспечивать себя необходимыми продуктами. Эти технологии обещают стать спасательным кругом для тех, кто готов инвестировать и приспосабливаться к новым условиям. В то же время нельзя забывать про важную роль малого и среднего бизнеса, который, как оказалось, более гибок в изменяющихся условиях. Благодаря своей небольшой структуре и адаптивности, такие компании быстрее реагируют на изменения, находя новые рынки и создавая локальные цепочки поставок, что помогает им выживать и даже процветать в сложные времена. Как закончится эта история, пока неизвестно. Ясно одно: глобальные цепочки поставок, которые казались незыблемыми, переживают серьезные испытания. Вопрос в том, как быстро и эффективно компании и страны смогут адаптироваться к этим изменениям, найдут ли они новые подходы и технологии. Время покажет, смогут ли они преодолеть эти барьеры, или же мы увидим крах прежнего мирового порядка. В любом случае, двери в новую эпоху уже открылись, и нам предстоит увидеть, что ждет за ними. В условиях нарастающей деглобализации на международной арене начинают формироваться новые лидеры и альянсы, обещающие изменить сложившийся мировой порядок. В первую очередь стоит обратить внимание на так называемый Восточный блок, в который входят такие страны, как Китай и Индия. Эти государства, обладая значительными ресурсами и растущими экономиками, стремятся укрепить свое влияние в глобальной политике и экономике. Китай, например, активно развивает свою инициативу «Один пояс, один путь», которая, по сути, является новой формой экономического альянса, объединяющего множество стран в единую торговую сеть. Индия, в свою очередь, обретает все больше экономической мощи, стремясь стать ключевым игроком на международной арене. Она активно инвестирует в собственные технологии и производство, стремясь сократить зависимость от западных стран. Это движение поддерживают и другие страны азиатского региона, которые видят в этом возможность для укрепления своих экономик и повышения международного статуса. Но не только Азия становится центром нового миропорядка. В Южной Америке также наблюдается координация действий. Бразилия и Аргентина стремятся усилить свое влияние в регионе, создавая экономические альянсы и заключая двусторонние соглашения. Они активно развивают внутренние рынки и пытаются минимизировать внешние риски путем укрепления связей с соседними странами. Похожие процессы наблюдаются и в Африке, где на фоне деглобализации становятся все более заметными региональные альянсы, направленные на развитие внутреннего рынка и увеличение инвестиционной активности внутри континента. Между тем, Европа переживает не менее значительные изменения. После выхода Великобритании из Европейского Союза осталось открытым множество вопросов о будущем экономическом сотрудничестве внутри континента. Европейские страны активно ищут новые формы кооперации и пытаются усилить свои позиции на мировой арене через создание более тесных региональных связей. Вполне возможно, что в ближайшие годы мы станем свидетелями формирования новых союзов внутри Европы, которые позволят странам более эффективно противостоять внешним вызовам. Однако не только экономические силы определяют будущее мирового порядка.
Политические альянсы также играют важную роль. Например, в условиях деглобализации нарастают опасения по поводу будущего НАТО и других международных организаций, которые долгие годы служили основой мировой безопасности. Ослабление влияния этих структур может привести к созданию новых, более локализованных военных альянсов, которые будут отвечать за безопасность отдельных регионов. Таким образом, мир, который мы знаем, стремительно меняется. Новые лидеры и альянсы начинают занимать центральное место на международной арене, преобразуя все аспекты глобального взаимодействия. К чему приведут эти изменения и смогут ли новые союзы стать основой для долгосрочного и стабильного мирового порядка, остается открытым вопросом. В любом случае, ясно одно: мы стоим на пороге новой эпохи, и предстоит еще многое узнать и понять о том, как изменится наш мир в ближайшие годы. Представьте себе мир, где границы снова становятся непреодолимыми, а привычные маршруты перемещений и поставок оказываются закрытыми. Это реальность, которая может стать нормой в условиях деглобализации. Наш образ жизни кардинально изменится. Продукты из дальних стран станут редкостью, а международные поездки – роскошью. Глобальные потрясения, такие как дефицит товаров и рост цен, могут стать частью повседневности. Человечество будет вынуждено приспосабливаться к новым условиям, когда каждое государство или регион стремится к самодостаточности. На прежние принципы глобальной экономики, такие как свободная торговля и международное сотрудничество, больше нельзя полагаться. Стремление к автономии и защите собственных интересов станет движущей силой большинства стран. Это приведет к тому, что привычные нам товары могут исчезнуть с полок магазинов. Жители станут больше ценить местные продукты и начнут поддерживать национальных производителей. Возимые из других стран товары, будь то электроника, одежда или даже еда, значительно подорожают, и их станет сложнее достать. Кроме этого, мы будем наблюдать значительные перемены на рынке труда. В условиях локализации производства появится потребность в большем количестве специалистов на местах. Компании, ранее зависящие от международных поставок, станут искать квалифицированных работников для развертывания новых производственных мощностей. Это может привести к росту занятости в ряде регионов, но также создать трудности, связанные с нехваткой квалифицированного персонала. Жизнь в условиях деглобализации также затронет такую важную часть нашего бытия, как технологии. Развитие локальных сетей и инфраструктур станет необходимостью. Мы можем ожидать роста интереса к научным разработкам, которые позволят уменьшить зависимость от внешних поставок. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для стартапов и инновационных компаний, которые смогут предложить решение актуальных проблем. Также изменится отношение к информационным технологиям и данным, так как страны начнут больше ценить информационную безопасность и стремиться к независимости в этой сфере. На культурном уровне мы тоже увидим значительные изменения. Международные культурные обмены, как и туристические поездки, станут редкостью. Это приведет к усилению национальных ценностей и культурных особенностей, но также может увеличить напряженность между странами из-за нехватки общего культурного понимания. Однако это не обязательно плохо. Такие изменения могут стимулировать интерес к изучению других культур через локализованные мероприятия и инициативы, хотя и не на уровне, как раньше. Но, возможно, самым значительным изменением станет наше восприятие мира. В эпоху глобализации мы привыкли к идее открытого и взаимосвязанного мира, где границы имеют меньшее значение. В условиях деглобализации мы будем вынуждены пересмотреть свои ожидания и адаптироваться к более закрытой и самодостаточной модели существования. Это вызовет не только экономические, но и социальные изменения, которые заставят нас по-новому взглянуть на свои отношения с другими странами и народами. Этот новый мир, возможно, потребует от нас больше гибкости и изобретательности. Каждому из нас придется искать свои пути адаптации к новым условиям, будь то через изучение новых навыков, развитие местных сообществ или поиск возможностей в изменившейся экономике. Деглобализация – это не только вызов, но и шанс на переосмысление и обновление привычных нам систем и процессов. Готовы ли мы к таким переменам? Время покажет, но ясно одно – мы стоим на пороге новой эпохи, и каждый из нас станет ее частью. Неожиданно дверь в комнату открылась, и вошел человек, чье лицо Майкл видел только на старых фотографиях. Бывший режиссер, который несколько лет назад исчез из поля зрения индустрии. Он выступил с речью, в которой подтвердил, что атака была местью за его карьерные неудачи и несправедливое обращение. Его слова вызвали аплодисменты у присутствующих, и стало ясно, что за этим стояла целая сеть, объединенная общей целью. Майкл, понимая, что время действует против него, срочно отправил собранную информацию своим коллегам и правоохранительным органам. Пока он покидал здание, в голове у него металась мысль. Все эти люди, некогда отвергнутые индустрией, теперь собрались, чтобы разрушить ее изнутри. Вскоре на место прибыли полицейские, и началась операция по задержанию, в результате которой было арестовано несколько ключевых фигур, причастных к атаке.
Раскрытие правды имело ошеломляющий эффект. Голливуд осознал, что быть наивным в отношении внутренней безопасности больше нельзя. Студии начали активное внедрение инновационных решений по защите данных, а также пересмотрели свои внутрикорпоративные политики, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Многих звезд вновь пригласили для переговоров, чтобы восстановить доверие и улучшить рабочие условия. Для Майкла Бертона завершение этого дела стало не только победой, но и уроком. Он восхищался силой тех, кто смог, несмотря на свои обиды и неудачи, организовать атаку, которая потрясает основы киноиндустрии. В результате его работы была изменена не только политика Голливуда, но и подход всей индустрии к вопросам безопасности и внутреннего взаимодействия. С каждым днем мир постепенно восстанавливался после последствий атаки. Зрители снова стали возвращаться в кинотеатры, новые проекты начали собирать свои сборы, и даже те, кого задели утечки, обрели новую популярность благодаря открытому обсуждению проблем, которые раньше замалчивались. Эта история, несомненно, оставила след, но также принесла новое понимание ценности доверия и защиты в мире, который так стремительно движется вперед в эпоху цифровых технологий. В работе на ферме часто случаются инциденты из-за тяжелых физических нагрузок или неправильного использования инструментов. Экзоскелет поддерживает осанку пользователя, помогает правильно распределять вес и снижает нагрузку на суставы и позвоночник. Это не только улучшает физическое состояние работников, но и значительно снижает затраты на лечение и компенсации. Экзоскелет также предоставляет возможность использования его в самых различных условиях работы. Он может быть адаптирован для работы как в экстремальных температурных режимах, так и в условиях повышенной влажности. Это делает его универсальным инструментом, подходящим для различных климатических зон и типов сельскохозяйственных работ. Независимо от окружающей среды, фермеры могут быть уверены в том, что экзоскелет обеспечит необходимую поддержку и защиту. Каждое движение в экзоскелете отслеживается и анализируется, что позволяет улучшать его функциональность. Он использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы адаптироваться к индивидуальным потребностям и особенностям каждого пользователя. Это делает его не просто инструментом для физической помощи, но и интеллектуальным помощником, способным развиваться и совершенствоваться вместе с фермером. С каждым днем экзоскелеты становятся все более доступными, и все больше фермеров начинают понимать их потенциал. Внедрение таких устройств открывает новые горизонты для сельского хозяйства, делая труд на ферме более эффективным и безопасным. Экзоскелет становится неотъемлемой частью современной фермы, помогая фермерам не только работать быстрее и лучше, но и сохранять свое здоровье. Этот удивительный инструмент является ярким примером того, как технологии могут изменить облик традиционных профессий. Он не просто облегчает физический труд, но и стимулирует фермеров к внедрению передовых технологий, улучшая качество их жизни и труда. В будущем можно ожидать еще более прогрессивных новинок в этой области, которые сделают сельское хозяйство более продуктивным и устойчивым. Вместе с такими инновациями фермеры смогут достигать новых высот, обеспечивая продовольственную безопасность и экономическую стабильность. В мире фермерства и животноводства наступает новая эра благодаря поразительным достижениям в области робототехники. Более не нужно переживать о том, как справиться с огромным стадом или обеспечить его безопасность. Роботизированные пастухи делают эту задачу не только выполнимой, но и гораздо более эффективной. Представьте себе автономных роботов, которые могут управлять и охранять стадо, следя за его состоянием и передвижениями, оберегая животных от внешних угроз и направляя их к нужным пастбищам. Эти роботы оснащены передовыми технологиями, которые позволяют им контролировать каждое движение стада. Системы машинного зрения и искусственного интеллекта учитывают индивидуальные особенности поведения каждого животного, обеспечивая персонализированный уход. Они способны распознавать и реагировать на стрессовые ситуации, такие как нападение хищников или исчезновение животного из стада. Это делает роботизированных пастухов незаменимыми помощниками для фермеров, особенно в условиях больших пастбищ и сложных ландшафтов. Одной из ключевых функций этих роботов является анализ состояния здоровья животных. Они используют инфракрасные и тепловизионные камеры для мониторинга температуры тела и обнаружения признаков заболеваний. Эти данные мгновенно передаются фермерам через специальные приложения, что позволяет вовремя предпринимать необходимые действия и избегать вспышек болезней. Автоматизация этого процесса значительно снижает затраты на ветеринарные услуги и повышает общее благосостояние стада. Роботизированные пастухи также интегрируются с системами навигации GPS, что позволяет им самостоятельно планировать маршруты и контролировать передвижение стада. Они способны работать в любых условиях, от густых лесов до открытых равнин, приспосабливаясь к изменениям в окружающей среде. Такая гибкость существенно облегчает жизнь фермерам, давая возможность сосредоточиться на более стратегических задачах. Более того, благодаря возможности задавать маршруты удаленно, фермеры могут управлять своим стадом из любой точки мира. Эти роботы питаются за счет солнечной энергии, благодаря чему они практически полностью автономны и не требуют частой подзарядки.
Это делает их идеальным решением для удаленных ферм, где доступ к электроэнергии может быть ограничен. Встроенные солнечные панели обеспечивают непрерывное функционирование, что в свою очередь позволяет минимизировать затраты на эксплуатацию и уход. Такой подход не только экономит средства, но и способствует более устойчивому и экологически чистому животноводству. Благодаря использованию технологий машинного обучения роботы способны обучаться и адаптироваться к разным ситуациям. Каждый новый день работы позволяет им расширять свои возможности и становиться более эффективными в выполнении своих задач. Это делает их незаменимыми помощниками на ферме, которые могут не только выполнять текущие задачи, но и предлагать улучшения в управлении стадом. Такие способности значительно повышают производительность и качество ухода за животными. Роботизированные пастухи также обеспечивают безопасность и защиту стада от внешних угроз. Они оснащены системами сигнализации, которые активируются при обнаружении подозрительной активности. Это позволяет фермерам оперативно реагировать на потенциальные угрозы и предотвращать инциденты, которые могут навредить стаду. Надежная защита от хищников и негостеприимных погодных условий дает фермерам уверенность в том, что их животные находятся в безопасности. С каждым днем использование таких роботов становится все более распространенным, и все больше фермеров видят преимущества от их внедрения. Это не просто технология, облегчающая рутинные задачи, но и мощный инструмент для повышения эффективности и устойчивости животноводства. Такие роботы становятся частью цифрового будущего сельского хозяйства, открывая новые горизонты для его развития и роста. В ближайшем будущем можно ожидать еще более прогрессивных улучшений, которые позволят фермерам еще больше автоматизировать свои хозяйства, обеспечивая при этом высокий уровень благосостояния для животных и минимальные затраты.